Всех приветствую. За последние 24 часа у нас все практически покраснело, все альты, биткоин, все пошло вниз. Давайте обновим наш обзор, прогноз криптовалют. Что касается шортов и лонгов, то по биткоину у нас все на прежнем уровне. Падение никак не отобразилось на дополнительном каком-то открытии этих позиций. Если же посмотреть информацию за несколько дней, то лонги, которые открывались по ходу этой недели, продолжают удерживаться, то есть их не закрыли. Было два сильных скачка, которые увеличивали шорты просто на сотни процентов. Давайте посмотрим по другим криптовалютам, есть ли что-то подобное за 24 часа. Лайткоин увеличил шорты на 38%, тоже был резкий скачок, и по данной криптовалюте также ожидается поход вниз одним или несколькими трейдерами. Просто зашли в шорты. По эфириуму без изменений, примерно на том же уровне. Cardano такая же ситуация. По Monero около нуля, ZEC не меняют. А по IOTA наоборот, сократили шорты на 17 с лишним процентов. Давайте глянем по ходу этой недели. У нас, в принципе, шорты так и были. Туда-сюда болтались, открывались, закрывались. И вот сегодня минус 17%. По EOS тоже шорты сильно сократились почти на 40%. То есть лайткоины у нас шортят, EOS наоборот шорты прикрывают. Но это был, видимо, тот шорт, который открывался еще 7 числа. Видно на графике. Шорты открыли, подержали и на данном падении его прикрыли. И по Ripple за 24 часа открыли 41% шортов. Это, в принципе, новые шорты. На этой неделе их немножко прибавлялось, но сейчас скакануло еще сильнее. И пока все это дело не закрывают. То есть по Ripple тоже ожидается снижение, исходя из данных показателей. Падение не заставило испугаться трейдеров, и индекс страха и жадности показывает значение получше. Был экстремальный страх на уровне 21, сейчас у нас просто страх на уровне 28. Это уже 4-й день полномерного снижения страха и увеличения данного показателя. Очень любопытно на падающем биткоине видеть снижение страха. То есть на рынке остались трейдеры, которых уже, в принципе, не напугать. Уже спокойно все воспринимают. Что касается ликвидации, то произошло более 100 тысяч ликвидаций трейдеров за последние 24 часа. Естественно, это большинство были лонгисты. 76 из них это лонговые позиции. И за последние несколько дней это один из самых высоких показателей ликвидации лонговых позиций. Столбец все выше и выше каждый день увеличивается. Grayscale же за последние 24 часа прекратили покупать разные криптовалюты, которые они приобретали на прошлой неделе, а по старинке закупили просто Link. Его они практически постоянно покупают. Из важных новостей стоит отметить, что появилась такая новость, что 21 июля на эфириуме классике будет хардфорк Магнето. Вот он твит из твиттера эфириума классика. Пожалуйста, подготовьтесь к эфириум классик Магнето, к его хардфорку. Обновление произойдет на блоке таком-то, ориентировочно 21 июля. Ну и пробежимся по новостям из наших СМИ. Стоит отметить, что большинство из них, как всегда, подвезли негативные нападения биткоина. Просто вывалили нам на лопате фекалий. В Нидерландах призвали запретить биткоин. Об этом заявил директор Бюро экономического анализа при экономике страны Хасекамп. Он считает, что Нидерланды должны немедленно ввести полный запрет на майнинг и операции с биткоином. Аргументировал же он свою позицию тем, что, по его мнению, у цифрового золота нет внутренней ценности, а сама валюта вообще не выполняет основных функций денег, единицу учета, платежного средства и средства накопления. Но это чисто по его мнению. Сальвадорцы уже начали использовать как платежное средство, накопление так многие его и копят, а единицу учета это вопрос времени. Ну и по традиции вспомнил, что биткоин используют в преступной деятельности, в принципе, как и любые деньги, что существует риск мошенничества, в принципе, как и с любыми деньгами. И он считает, что Нидерланды должны прибавить в том, чтобы закрутить потуже гайки. С Китая продолжают поступать также негативные новости. На этот раз власти китайской провинции Цинхай, а также округа в соседней провинции Синьцзянь хотят, чтобы прекратили добычу криптовалют уже на этой неделе полностью. К слову, Циньцзянь является крупнейшим центром добычи биткоина в Китае. На него приходится треть общих компьютерных мощностей страны. Цинхай на 9 месте. И в Китае одна за другой прибавляются к данному тренду провинции. На этот раз еще и Юньнань. В ней также хотят запретить майнинг криптовалют. И что же делают китайцы в это время? Естественно, они планируют ускорить перенос операций в Северную Америку. То есть китайцы сами у себя убивают эту индустрию, перенося все это в Северную Америку. Естественно, это будет США и Канада. Преимущественно в США. Продолжают китайцы давить на свою криптосферу в стране, но не только в Китае.
В Базельском комитете предложили ужесточить требования к капиталу банков, которые инвестируют в криптовалюты. Хотят так напугать, чтобы банки никак не связывались с криптой. Они хотят увеличить надзор и ужесточить его для тех банков, которые владеют биткоинами. Не совершают никаких операций, просто владеют. И, естественно, опять вспомнили про возможность мошенничеств с криптовалютами, будто с другими деньгами такого не происходит. А также для отмывания денег и финансирования терроризма. По мне так это происходит чаще всего с долларами. Но это лишь прикрытие и выдуманные причины. Время добычи блоков в сети биткоин выросло на фоне снижения хешрейта. И еще одна негативная новость в копилочку сегодня. Об этом написал журналист Колин Ву в своем твиттере. Приводит таблицы, данные CoinMetrics о том, что хешрейт первой криптовалюты опустился. И, конечно же, в тот момент, когда криптовалюта падает, чтобы подогреть падение побыстрее. МВФ увидел риски в легализации биткоин-платежей Сальвадором. И еще одна негативная новость. Просто как из рога изобилия вылили на нас негативчика. Принятие биткоина в качестве законного платежного средства поднимает ряд макроэкономических, финансовых и юридических вопросов, которые требуют тщательного анализа. Поэтому мы внимательно следим за развитием событий и продолжаем наши консультации с властями Сальвадора. Это заявил представитель МВФ Джерри Райс. Райс добавил, что 10 июня специалисты МВФ провели виртуальную встречу с президентом Сальвадора. Они обсудили потенциальную кредитную программу и политику по укреплению экономического управления. То есть как только Сальвадор решил всех послать и начать использовать крипту, сразу же к нему прибежали МВФ и такие: нет, давайте-ка не будем использовать крипту, давайте-ка мы вам лучше уникальную кредитную программу предложим. Отсыпем вам долларов, вгоним вас еще немножечко в кредиты, но не пользуйтесь, пожалуйста, криптовалютами. Чувствуют угрозу. Вряд ли это просто совпадение. И обсуждение потенциальной кредитной программы было случайным. А вот в Индии биткоин хотят легализовать как класс активов. Это в принципе неплохо. Они не стали жестко все ограничивать и запрещать, а решили все-таки как-то это легализовать и классифицировать биткоин как класс активов. После этого и населению его держать будет не так страшно, и они смогут его как-то контролировать, видимо. Власти Техаса разрешили банкам хранить криптовалюту. То есть в Европе у нас хотят ужесточить требования к банкам, которые хранят криптовалюту. А в одном штате США, в Техасе, решили разрешить это делать. И все нормально. В принципе, это делалось уже давно. А это уведомление лишь подтверждает возможность банков работать с криптовалютами в рамках соответствующей правовой базы. То есть кто-то, может быть, не понимал, что можно это использовать, но кто понимал, использовал. А сейчас они просто как для дурачков донесли: вот вам бумажка, можно. SEC и CFTC предупредили о рисках инвестиций в биткоин-фьючерсы. Инвесторам следует учитывать волатильность биткоина и его фьючерсного рынка, а также недостаток регулирования и возможность мошенничества и манипуляций ценой, говорится в заявлении данных организаций. Все инвестиции в фонды сопряжены с риском финансовых потерь, который может быть увеличен для позиций во фьючерсных контрактах на биткоин из-за высокой волатильности. То есть они пригласили капитана очевидность и решили еще раз озвучить очевидные вещи, что это манипуляционный рынок, что здесь повышенная волатильность и вообще на фьючерсах вас может размотать или квитнуть. Ну, в принципе, это и так все знали. Спасибо. BlockFi запускает платформу для институциональных инвесторов. Там будут котировки в режиме реального времени, расчеты на следующий день. Премиальным пользователям будет доступен управляющий активами компании и в последующем добавит возможность для маржинальной торговли. Интерес возник от состоятельных людей еще в прошлом году, но вот они разработали и решили запустить его только сейчас. Наши клиенты просили нас об этом сервисе, поскольку у нас самый большой баланс активов и пассивов среди нового поколения компаний, занимающихся цифровым финансированием. Это сказал вице-президент, руководитель институционального направления BlockFi. Ну неплохо. Это хорошо, когда у нас большие кошельки несут деньги в криптовалюты. Два экономиста, Нуриэль Рубини и Насим Талеб, выступили за блокчейн без криптовалют. То есть они поддерживают идею блокчейна, но использование в ней крипты почему-то нет. Данные имеют большую ценность. Это новая нефть. 99 приложений, работающих в области финтеха, не имеют ничего общего с криптовалютами. Людям просто необходим открытый и надежный сервис для хранения данных. Они считают, что криптовалюты ненадежны, не поддаются регулированию и применяются для чего? Конечно же, для отмывания денег и мошенничества, по их словам. По большей части их используют террористы, торговцы людьми, преступники и люди, уклоняющиеся от уплаты налогов. Все нехорошие люди собрались такие и
начали использовать криптовалюты. И занятно, что людей, уклоняющихся от уплаты налогов, сравнивает с террористами и торговцами людьми в один ряд просто. И последняя новость. Центробанк Франции и Швейцарии протестируют государственные цифровые валюты. А вот к чему. Что, зачем нам биткоин и другие какие-то альты? Нужно оставить блокчейн и запихать в использование всем в кошельки государственные цифровые валюты. Вот это будет тогда дело. Банк Франции и Банк Швейцарии объявили о запуске экспериментального проекта по тестированию государственных цифровых валют для проведения международных платежей. Банки будут совершать сделки по обмену цифровой валюты Банка Франции на оптовый цифровой евро на основе метода поставка против платежа. В общем, будут проводить тестирование и доводить это все дело до ума. Цифровые деньги — это, конечно же, выгодно государству. Давайте посмотрим на графике, что у нас происходит по биткоину и другим нескольким криптовалютам. По предыдущему прогнозу у нас ожидается рост примерно до уровня 41 700, 41 400, данный район. И сейчас мы находимся в снижении. Если смотреть на структуру снижения, то здесь у нас был импульс, здесь у нас 3 волны коррекции. Вероятнее всего, после таких движений коррекционных идет еще один импульс. Поэтому данный прогноз у меня по-прежнему в силе, он не меняется. И с большей вероятностью после данного отката мы пойдем все-таки хотя бы немного, но вверх. Лонговый сценарий по битку у нас также в силе, потому что дно мы не пробили. Здесь у нас все по-прежнему. По эфириуму также все по плану, мы идем, снижаемся. Первая цель — предыдущий лой. Локально здесь также хай понижаются, лои понижаются. Это у нас пока нисходящее движение. И здесь с лонги точно залетать не стоит. Разворота здесь пока нет. Все идет вниз. Прогноз также в силе. По Риплу, как и предполагалось, мы отбились от данного уровня сопротивления, уровня поддержки, отскочили. Сейчас его тестируем. И сейчас очень важный момент. Мы его либо пробиваем вниз, и тогда нас практически ничего не держит, и мы идем на предыдущие лои, либо это будет тест. Если мы все хорошо это протестируем дело, то у нас полет наверх будет более вероятным. Сейчас у нас идет тест уровня поддержки. Что же касается доминации биткоина у нас, она прет наверх. Сейчас мы имеем небольшой откат, это нормально, это не значит, что здесь что-то у нас развернулось и поменялось. Безоткатных движений не бывает. Мы вот здесь получили на часовике дивергенцию, и данный рост доминации биткоина как раз таки и объясняет то, что у нас альты сильно летят вниз, а биткоин у нас просто идет пока что в коррекции. Посмотрим еще пару криптовалют из доната и из комментариев. В донате попросили Бейк посмотреть, и давайте глянем. У нас был предыдущий прогноз. Что у нас здесь предполагалось? В принципе, структура сохранена. Волна 1, 2, 3. Сейчас идет предполагаемая волна 4. Завершилась она или нет, этого сказать пока нельзя. Данная зона была расчетной для завершения 4-й волны, но, естественно, мы ее пробили, потому что весь криптовалютный рынок и биткоин тоже идет вниз. Что мы здесь видим? Здесь мы в легкую цепанули волну 1. Этого, конечно, делать не очень было нужно, это нарушает разволновку, но так как у нас криптовалюта очень манипулятивный инструмент, это часто бывает на таких инструментах. Если бы мы и дальше чуть-чуть еще продолжили движение и закрывались бы, давайте посмотрим на дне, кстати, как это все дело закрылось. Ну да, здесь мы в принципе закрылись выше, тенью всего лишь цепанули пик волны 1, и это в принципе на крипте допустимо. Часто такое бывает, такая погрешность. К тому же мы пока не сформировали полную структуру волны 4, и вполне вероятно, если мы будем здесь пилить какой-то треугольник, то ортодоксальная точка будет выше. Поэтому данная структура пока актуальна, и все еще нас ожидают уровни на предыдущем хае, как завершение волны 5. Началась ли волна 5? Вполне возможно. Здесь движение, имеющие признаки волны 1. Здесь прошло 3 волны вниз, коррекция в волне 2. И есть неплохая вероятность, что мы дальше продолжим движение в предполагаемом импульсе. Данная разволновка, естественно, отменится, если мы пробьем лой начала импульса. Пока же здесь неплохие уровни на покупку. К тому же здесь мы локально получили еще один небольшой всплеск объемов и движение, похожее на заходной импульс. Давайте отметим, куда у нас третья волна. Третья волна у нас имеет вот эту зону расчетную, куда мы придем, если эта разволновка будет еще актуальна. Такой прогноз по Бейку. Давайте глянем, есть ли какая-то, может быть, новость. По Бейку, кстати, добавлена недавно новость 16 часов назад, и у нас будет раздача NFT. Посмотрим в источнике, в их твиттере.
опубликовали запись. Сегодня на конференции какой-то художник тут рисовал 3D композиции. И, видимо, вот эту вот ерунду, и, видимо, вот это вот искусство и будет раздаваться в качестве NFT. Новость вроде положительная, а вроде и нафиг кому нужны эти картинки. Ну, в общем, прогноз по структуре обрисовал. Давайте идем дальше. Интернет-компьютер еще глянем сегодня. Большинство людей в комментариях писали о данном активе. Что у нас здесь? Здесь мы заходной не отрисовали. Здесь у нас что у нас было? Также раз, два, три прошли и в пятерку также не дорисовали. То есть заходного импульса как такового у нас здесь так и не получилось. Поэтому брать здесь смысла не было. И мы продолжаем лететь вниз. Что у нас локально стоит отметить. Так, вот это тоже удаляем. Локально стоит отметить, что на падении мы имеем на индикаторе дивергенцию лонговую и появились вот такие вот объемы. То есть либо здесь сливают, либо здесь кто-то закупается. То есть смотрите, здесь нифига не было ничего, а здесь появились объемы. Это хороший знак. Возможно, здесь идет набор позиций. Про торговки, конечно, пока нет, но объемы неплохие вышли. Это хороший знак о том, что есть вероятность, что после формирования заходного будет хороший рост. Давайте глянем на этом движении. Вот здесь проторговались большинство объемов и сейчас тоже. Поэтому по интернет-компьютеру пока в качестве лонгов, думаю, шорты-то точно рассматривать не стоит, потому что здесь уже дивер на дивере, а в качестве лонгов тоже наугад брать смысла нет. Мне кажется, лучшим вариантом это будет подождать, когда нащупает дно, появится какой-то нормальный разворот, на откате брать, как всегда, и стоп за основание. Ну, пока здесь этого нет. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!